Смотрите, девочки, у нас тут продолжение видео, что на пороге, потому что не хватило памяти, я немножко почистила и перешла обратно. Смотрите, значит, здесь вы продвигаетесь вперед, я не знаю, как вам сказать, после чьей-то смерти. Может быть, вы кого-то потеряли, и вам очень тяжело, да? Вам очень тяжело, вам очень плохо, и вот вы как-то, да, будете продвигаться вперед. То есть, ну, вы чью-то смерть до сих пор не отпустили, не пережили чью-то смерть, да. Значит, знаете, что мне здесь еще не нравится? Я уже говорила это много раз. Мне не нравятся мороки. Мороки, которые сделаны на вас. Мне прям очень не нравятся мороки, которые есть на вас. То есть вот никак вы не можете справиться со своей вот этой вот морочкой. Ее нужно снимать, безусловно. Вот дальше, кто меня сейчас даже смотрят, у тех горит очень сильно ухо. Вас даже кто-то сейчас вспоминает. Хорошо, что у нас еще на пороге? Что за будущее? Мгм. Кто-то захочет вам палки в колеса поставить. Ну, тут какое-то магическое нападение может быть. Энергетический вампир может к вам тут из прошлого бывший заявиться, да, который сосет с вас энергию, а вам ничего взамен не дает. Что у нас еще тут на пороге? Работа, работа, работа. Человек, который очень много, кстати, работает, тут меня тоже смотрит. Человек, который очень много работает, и после этой работы вы очень сильно устаете, но вы найдете себя, найдете себя. Какое-то, может быть, еще заманчивое предложение у вас по работе. Вам оно сначала покажется разумным, а потом неразумным. Но тут еще какой-то обман, какое-то искушение у вас будет. Вот прям какое-то искушение. Две магических карты. Вот прям, возможно, будет нападение. Вот знаете, еще такой момент, кому-то могли предложить работу в борделе. Вас могут хотеть проверить, то есть вот аккуратно, будьте бдительны, то есть что связано именно с работой, вот прям будьте бдительны. Вас, может, хотят подставить, какую-то статью на вас повесить, тоже будьте бдительны. Хорошо. Что у нас еще тут на пороге? Духовная бедность все-таки на пороге. Почему? Духовная бедность, апатия, уход. Вы от чего-то уходите, и вы в печали. От чего? Может, вы освобождаетесь от прошлого, будете освобождаться, и вам будет очень трудно. Может, болезненное расставание, вы приняли решение уходить, и вам это трудно. Но все в ваших руках. Скорее всего, вы были разбиты именно по личной жизни, вас разбили, развели именно магией. Кого-то развели магией. Борьба будет. В ближайшее будущее будете бороться. Будут нападать на вас враги. Враги будут нападать очень серьезно. Ставить палки в колеса. Пытаться ухватить ваше, да, принять за свое. Будьте бдительны. Здесь у нас какой-то несвободный мужчина. А что ты хочешь? Ресурсный мужчина. Знаете, ну несвободный мужчина может быть несвободный, он верен своей работе. Несвободный мужчина видит вас, что вы похожи на него. Возможно, встреча с несвободным мужчиной. Он рыба, и вы рыба. Он видит вас вот одинаковыми. Лицом. Тут, возможно, мужчина несвободный признается вам в любви. Смотрите, очень много морока на вас. Прям вот мороки, мороки, мороки. Страхов очень много. Вы к психиатру записываетесь, лечитесь, смысла нету, пока вы не снимете морок и порчу. Дорога какая-то. А куда дорога? Куда поедете? Работа. Дорога или работа? Смотрите, кто-то поедет на похороны. Действительно поедете, возможно, на похороны. Потому что здесь у кого-то может прям смерть. Смерть быть родственником. Как я и говорила в предыдущих видео.
Вот помиритесь вы с каким-то человеком, прям придет он с миром к вам, и будет мир на всю страну. А с каким человеком вы помиритесь? Прям с каким-то человеком вы помиритесь. Найдете что-то общее. Хорошо, что там за человек? Карты, покажите мне, кто ты такой? Это мужчина, который что-то разрушил в вашей жизни. Сейчас он хочет это собрать воедино, что ли. Ну, разрушительная энергия у мужчины. Далее, еще в ближайшем будущем, на пороге, у вас прям скоро, вы сможете разрушить старые энергии, обновиться и пойти с новыми энергиями. Ситуация, которая была повешенная, с вашей бедностью, можете расквитаться с долгами. Кто-то сможет расквитаться с долгами. Но мне не нравится, что вы упустите какой-то шанс. Вот на пороге шанс. Или отобьют у вас клиентов. Но тут воровство денег. Я же говорю, что кто-то хочет воровать ваши деньги. Кто-то хочет воровать ваши деньги. Много вы денег своих врагам отдали. Кто-то в прямом смысле занимал, а кто-то магией. Будет у вас еще ребенок в ближайшем будущем. Вот этот ребенок может принести вам радость. Кто-то, заказывает люстру, я вижу, и она вот все не может люстру выбрать. Вы выберете эту люстру. Смотрю, что кто-то пролил что-то на свое дорогое или же любимое платье, но вам такой совет: не переживать. Но женщина меня смотрит в печали. Знаете, в такой сильной печали. Вот я же говорю, вот в печали. А почему вы в печали? Потому что кто-то добился рога изобилия, есть деньги, но нету личной жизни. Вот кому-то, знаете, вот скорее всего работали на вас так. Значит, делали вам порчу на личную жизнь и порчу на деньги. И вот скорее всего порча на личную жизнь взялась. А порча на деньги не взялась. Они думают, что за хуйня такая творится. Почему, блядь, она не работает? Тут может быть и такое. Ну, деньги тут еще будут. Деньги идут к вам на порог, деньги. Вот деньги можете прям ждать хорошие. Но все-таки борьба у вас тоже на пороге прям. А с кем? Давайте я посмотрю, с кем эта борьба. С мужчиной-магом. Маг-мужчина изучает магию. А на смерть он вам делает. Кстати, делает на смерть. А почему? Ну, это тот мужчина, который вас давно знает. Тут либо родственник, либо бывший. Сейчас докинем. Влюбленный какой-то мужчина. Вы его могли отвергнуть. У кого дети, могут детям делать на смерть. Будьте бдительны тоже. Прям вот. У кого-то будут суды откладываться. То есть, вот смотрите, если у вас проблема... Вот, суд, допустим, я не знаю, как правильно. Вас вызвали в суд. Я не знаю, как просто сказать правильно, да, грамотно. Может быть, суд будет назначать вам не те даты. Вот, допустим, кто-то судится с мужем, не выигрывает суд, вам дальше назначают, вы не выигрываете суд, дальше назначают. Что-то с судами будет. Ни вашим, ни нашим, может так вот, да. Вот. Потому что здесь что-то с судом. Может быть, кого-то адвокат обманул, да. Вот. Может, кто-то судится из-за детей. Может, допустим, я не знаю, ваших детей кто-то хочет забрать. Вот такое вот еще. На свободу из тюрьмы выйдет тот человек, которого вы не хотите видеть. Вот просили прям передать. Прям просили передать. Вот такая вот еще информация у нас пошла. То есть на свободу выйдет человек, которого вы не хотите видеть. Вот такой у нас был расклад.
Кому нужна моя личная помощь, вы можете обращаться ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp я указываю под видео. Все, всем желаю добра, всего хорошего, не болейте.